Сегодня у нас действительно интересная игра, которую многие из вас пропустили. На мое мнение, лучшая RPG Maker. Разработчики действительно полностью раскрыли этот движок. Количество механик, а также геймплея разрывает все шаблоны. Попалась мне она абсолютно случайно, когда я просто мониторил Steam. Открыв скриншотики, я сразу вспомнил детство, и мне захотелось в нее окунуться. Это решение было абсолютно верным. Вышла она 1,5 года назад и уже обзавелась DLC. Очень надеюсь на продолжение. Давайте я познакомлю вас с сюжетом, только начало и поверхностно, без спойлеров. Расскажу саму суть и небольшую предысторию. Игра начинается с выбора сложности. Кто хочет просто пробежаться по сюжету, есть сложность кадет. Баланс, на котором я играл, это капитан. Ну и остальные сложности для тех, кто познал игру, очень хорошо ознакомился с механикой и хочет проверить свои силы. Сразу скажу, что сложность капитан мне показалась слегка легкой, что ли. Поначалу, конечно же, сложно, потому что не знаком с механикой игры. Но буквально пройдя пару миссий, все становится на свои места. Вот сейчас, допустим, я уже разношу одним типом всю армию врага и закрываю квесты. Но об этом я расскажу чуть позже, более подробно. Потому что даже на этой сложности нужно придерживаться строгой тактики. Лететь, сломя голову на врагов, которые контрят твоих конников, не получится. Потому что те же ассасины сначала выносят твоих хиллеров, которые стоят за спиной, а потом и тебя. Ну и какой-то там избранный. И должны сделать важные выборы в стиле вопрос-ответ. Далее выбираем пол нашего главного героя. Это важно, потому что здесь нужно будет строить любовные отношения. Эти отношения дают не только новые диалоги, но также и бафуют тебя и твоего любовного интереса. Наша выбранная душа проникает в ребенка, но только не в прямом смысле. Мы вселяемся в новорожденного. И теперь судьба этого ребенка в наших руках. Отец погиб на войне, сражаясь за дворян, а мать во время родов. Вот такая у нас непростая судьба. И нас переносят на 25 лет спустя. Мир называется Танра. В 997 году землями управляют 3 королевства. На востоке находится пустынное королевство Саюна, чье богатство ему подарило прозвище Царство Золота. На юге свободная республика Сандрака, славится своими технологиями. И, наконец, империя Гегемон, Веридия, военная и экономическая сверхдержава, где и начинается наша история. Одно поколение назад претенденты на императорский трон Веридии вергли государство в войну. Ее прозвали как война за Веридийский престол. Долгая кровопролитная война закончилась восхождением на трон императрицы Флорины. Или Флорины. Однако конфликт оставил глубокие шрамы в сердцах людей. Оставалось только дождаться того момента, когда снова начнется война. Спустя 25 лет после окончания войны за престол, генерал Антарес похитил императрицу и собрал собственную армию. Он контролировал участок леса в округе Иствол. Антарес заявил, что центральное правительство высасывает все соки из людей и угрожает разграбить столицу империи. Премьер-министр Казимир заявил, что генерал блефует, и решил дать вооруженный отпор. 2 молодых и многообещающих офицеров имперской армии, Линдли, имя главного героя, которое вы дали, и ее или его давний друг Зелос, в зависимости какой пол выбрали, отправились встретиться с генералом Антаресом в бою. Но это приключение полностью изменит ход истории. Далее нас переносят в лагерь, где мы общаемся с нашим другом, готовим план и так далее. Небольшая тренировка и первый штурм крепости. Во время штурма к нам присоединятся наши старые знакомые Джулс и Сибил. Каждый из них владеет своим небольшим отрядом и имеет преимущество против определенного типа врагов. Наша главная героиня с триумфом завершает свою первую миссию, и ей доверяют командовать вторжением в убежище Центуриона и уничтожением всех мятежных сил. В тот самый момент Линдли начинает задумываться над смыслом этого мятежа. Вся ли правда до их ушей доносится? Во время второй миссии на нашу главную героиню нахлынули воспоминания, как она начинала, как к ней обращались, ведь она росла без родителей, и первым же делом детдомовец решил пойти в армию, даже за бесплатно, на чистом энтузиазме и любви к своей родине. Помогала командиру мыть обувь, зашивать дыры в одежде и так далее. Там-то и появились ее как первые друзья, так и враги. Но враги на самом-то деле не желали ей зла, а просто проверяли ее силу духа. Сможет ли во время битвы она не струсить, помочь своим товарищам и так далее.
Перед финальной битвой Линдли со своим другом Зелосом наблюдает за красивым закатом и обсуждают свою судьбу. Ведь при каждом появлении багровой звезды происходит значительное событие, судьбоносное, меняющее ход истории. Что же их ждет завтра? По окончании успешного штурма, где держал Антарес в плену императрицу, входит Казимир и, если кратко, без соплей, предает не только нас, но и императрицу, тем самым полностью овладев троном. В этот момент у Казимира будут появляться как союзники, так и те государства, которые не признают его легитимности. Наша же главная героиня оказывается в тюрьме. На этом пролог заканчивается и начинается поистине Игра престолов. Кому что выгоднее? Кто с кем союзники, кто враги, что будет дальше с Линдли и ее друзьями. Придется с самых низов ей ковылять до вершины и решать множество судеб. Теперь поговорим о механике и геймплее. Чем она отличается от других схожих игр, какие преимущества и так далее. Начну с отношений. После практически каждой главной миссии у нас появляется диалог. Не только главного героя, но также общаются и остальные друзья между собой. Они строят отношения, становятся сначала знакомыми, далее друзьями и, наконец, в какой-то период времени они же могут начать отношения. Тут-то у нас и будет уже выбор, кто с кем начнет отношения. Эти отношения, как я говорил ранее, дают не только новые диалоги, но также и бафы. Если влюбленная парочка находится вблизи не более чем 3 клеточки, то у них повышаются атрибуты. Теперь начнем по порядку. Развернуть войско – это начать задание, продолжить сюжетную ветку. Несмотря на то, что игра линейная, в какой-то момент появятся доп-квесты, которые слегка раскрывают некоторых персонажей и плюс прокачивают нашу армию. Вот, следующая вкладка «Управление армией» за это и отвечает. Здесь вы проведете огромное количество времени. Нас встречают отряды, в главе у которых чаще всего какие-то герои со своими бонусами. Также само можно создать отряд только из войск и желательно с большим лидерством, потому что количество рекрутов в отряде зависит напрямую от лидерства того героя либо воина, который во главе. Как пример, у воина 40 лидерства. Он сможет взять к себе в отряд еще 3 воинов, но это без учета артефактов, а также качества тех самых воинов. Если они рекруты, то без проблем все влезут. Если прокачанные, то навряд ли. Хотя есть некоторые артефакты, которые могут слегка расширить отряд. Что такое артефакты, о которых я только что упоминал? Как ни странно, они дают различные бонусы всему нашему отряду. Допустим, доп. ХП, броня, магия или их навыки. Помимо повышения характеристик, есть еще и другие бонусы от артефактов. Минус 50 к здоровью, но зато по нам будут меньше дамажить вражеские лучники и так далее. В этой игре очень много артефактов, на любой вкус и цвет, под любого воина и героя. Когда мы соберем свой первый отряд, мы увидим, что у каждого воина тоже есть свои атрибуты и черты характера. Атрибуты нужны для повышения урона, магического, физического или брони, а также критов. Помимо этого, у наших воинов или героев есть как опыт, с помощью которого повышается уровень, так и мастерство определенного класса. При повышении уровня повышаются атрибуты. При достижении мастерства можем сменить класс нашему воину, а также некоторым героям. А классов здесь, мама не горюй, очень много. Огромное количество разветвлений. Обычный лучник, опытный лучник, мастерский лучник. С лучника можем перепрыгнуть на арбалетчика. Далее этого арбалетчика прокачать до арбалетчика со щитом. Либо прыгнуть на конного лучника, которых там тоже несколько штук. А также чуваки, которые имеют оружие ближнего боя, так и луки. То есть универсальные. С обычного бойца получаем героя, щитоносца, с копьем, рыцаря и очень-очень много других. Также в игре есть маги. Жрецы хилят, есть конные, есть обычные. Из жреца можем выйти в паладина. Также и ополченец может стать паладином в какой-то момент. Далее идут оракулы. Они не хилят, но зато дают броню перед атакой врага. Очень полезные, как и хилеры. И наконец магия огня, молнии и льда. Не забываем про армию из артиллерии. Да-да. Тут тоже есть эти засранцы, которые всю вашу тяжелую пехоту разносят в пух и прах. И более ловкие ребята – ассасины, которые наказывают всех этих артиллеристов, хиллеров и такую вот шушеру. Потому что бойцы ближнего боя нападают на первые ряды. Стрелки стреляют рандомно, но по моему опыту стараются задевать больше средних и последний ряд. А вот уже ассасины нападают в скрытую спину и выносят такие пачки, что аж страшно, но очень сильно боятся конников.
И тут такого толпа, каждый друг друга контрит. Нужно очень внимательно проанализировать своих врагов перед тем, как отправлять кого-то из войск, потому что даже на этой сложности вас могут без проблем вынести. Но как только поймете, что к чему, вы будете на коне. Есть еще драконы и левиафаны. С прокачкой драконы тоже меняют свой класс на огненного, ледяного или с молниями. Существуют еще более редкие драконы, которые умеют летать, имеют огромное количество хп и супер большой урон. Кстати, они наносят урон по площади, что полезно против лучников. В будущем сможем нашего героя посадить на дракона, и тогда получается вообще какая-то смесь ядреная. Не забываем, что на битву влияют и погодные условия. Допустим, артиллерия не будет стрелять во время дождя. Лучники промахиваются, когда вы находитесь в лесу. Те же лучники стреляют дальше, если стоят на горе или каком-то выступе. Короче, погодные условия и проведение боя на каком-то участке, песок, снег, очень сильно влияет на персонажей. В этом случае у нас в игру вступают черты характера. Их тоже очень много, и под каждого воина погодные условия и так далее. Допустим, больше зарабатываем золото с врагов, снижаем боевой дух, повышаем криты или наоборот, не будем критовать, но зато плюс 15% к урону. Либо повышает защиту всех юнитов на той же линии и кучу всего остального интересного. Эти черты характера можно надевать на каждого воина, и тут сразу появляется огромная вариативность для прохождения, потому что в вашем одном отряде в будущем будет по 8-9 человек. У каждого из них свои атрибуты, черты характера и классы. Добавить ко всему этому артефакты, которые одеваются на отряд, и как бонусом сам герой, который тоже что-то там дает. А точнее нет, как бонусом это дерево развитий. Мы получаем свитки после заданий и тратим их на изучение определенной ветки. Кавалерия сможет проводить определенные атаки, какие-то воины становятся легкой пехотой, разрабатывать огнестрельное оружие, и чтобы погодные условия никак не влияли на стрелков. Сверху у нас еще ресурсы, которые покупаем на рынке, либо зарабатываем во время выполнения миссий, просто захватив шахту. Эти ресурсы в основном тратятся на смену классов наших воинов. После достижения максимального класса мы можем проапгрейдить в последний раз нашего воина. Он станет золотым. При этом существенно повысятся его атрибуты. На рынке мы покупаем воинов и их прокачиваем. Либо иногда могут попасться какие-то редкие и уникальные, которые тоже могут создавать свой отряд. У торговца можем приобрести ресурсы, черты характера и так далее. Кстати, да, не хотел сразу забивать вам голову, но у каждого персонажа есть своя стихия. Земля, вода, огонь, свет и тьма. Эти стихии очень существенно влияют на атрибуты. Земля дает больше хп, но забирает силу и навык. Огонь дает тоже больше хп, но уже забирает магию и навык. Другие же наоборот, повышает силу, но забирает хп и так далее. То есть под каждый класс желательно подобрать свою стихию. И наконец арена. Мы зарабатываем жетоны. Бронзовый, серебряный, золотой и платиновый. Выходим на арену, побеждаем и получаем в награду черты характеров, артефакты, золото и свитки с опытом и мастерством. Во время битвы на арене наши воины очень сильно прокачиваются, поэтому иногда выгоднее отправлять туда новичков, но не забудьте вместе с ними отправить какой-нибудь жесткий отряд, так чисто на подстраховку. Если новичков развалят, чтобы можно было выполнить жетон и получить все плюшки. Можете не переживать, в настройках есть галочка, что второстепенные персонажи не будут умирать после поражения. Тем самым не придется по новой восстанавливать отряд. Кому-то интересно, кому-то нет, решайте сами. И под конец брошу еще одну интересную фишечку. Игра не стоит на месте. Каждый раз происходит какое-то глобальное событие и уникальные квесты. Не просто зачистить и выиграть. Иногда нужно будет пробираться через толпу, когда за вами будут бежать враги. То есть останавливаться нельзя. Где-то нужно будет подорвать мост, где-то спасти детей, отражать атаки на вашу крепость или саму захватить. После выполнения некоторых миссий какой-то герой сменит свой класс. Другие герои наоборот обретут способности, телепортация, кинуть метеорит и так далее. Допустим, Диана, паладинша, выглядела вот так. А теперь, после того как нашли уникальный божественный предмет, стала такой вот лялей. В общем, если подытожить, игра действительно отличная, с огромной вариативностью в прохождении, с очень интересным сюжетом. Тут своя игра престолов. Вокруг одни предательства, и кто-то может умереть, даже того не ожидая. В некоторых миссиях нам дадут поиграть даже за силы тьмы. Будет такой воин, который летает на дракончике и всех разваливает на своем пути. Тем более за свой прайс в 710 рублей.
по скидке 460. Есть еще и DLC со своей веткой прохождения. Очень обидно, что многие эту игру пропустили. Если вы не графодрочер, для вас это не самое важное в играх, я крайне рекомендую ознакомиться поближе с этим проектом. Как-то так. С вами был Мистер Кабан. За лайкосики и подписочку буду крайне благодарен. Встретимся.